Всем здорово, народ, сегодня поговорим про Blood DK в PvP. Почему этот чувачок мощный, не только на Сирусе, все расскажу и покажу. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, народ, смотрите, для тех, кто не знает, на Сирусе Blood DK немного видоизменен. Во-первых, нам дорисовали талант пожинания, его на стандартном личе никогда не было и нет. И также видоизменен талант истерия. Он работает немного не так, как на стандартном личе. Для интересующихся, вот приложу вам сноску, прочитаете. И если мы говорим про Сирус, то билд, в котором я всегда бегал на аренах, выглядит вот таким образом. Я прокачиваю себе пожинание, в тройку беру болезнетворность и в ус не дую, мне все нравится, меня все устраивает. Символы, кстати, используются идентичные, что на Сирусе, что и на нормальном личе. Всегда берется символ удара в сердце, символ на танцующее руническое оружие и символ удара смерти. Это мы говорим про большие символы, малые символы всегда берутся символ кровотвода, символ объятий смерти и символ воскрешения мертвых. А вот на дефолтном личе, обычном, стандартном, я уже не могу себе прокачать пожинание и приходится немножечко видоизменять талант. Я себе сделал вот такую нехитрую раскачку, просто один поинт поменял местами. Из пожинания убрал, в повелителя рун смерти добавил. Все, это единственное изменение, которое я привнес для игры на Blood DK в PvP на стандартном личе. Повторюсь, главная разница заключается в недостаточном количестве статов. То есть мы на Сирусе можем себе 100% РПБ получить, еще и силы миллион сверху. На обычном личе так не получится. В этом и заключается вопрос, получится ли на Blood DK адекватно и сильно отыгрывать в PvP на стандартном личе. Вот прямо сейчас мы это и узнаем, я вам сейчас все покажу. Спойлер, это будет жестко. Народ, весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти у меня на Бусти. Там присутствуют гайды на различные классы и спеки, есть полноценный видос с настройками интерфейса и аддонов под PvP. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то приглашаю на свой Бусти. На этом рекламку заканчиваю, погнали смотреть основной видос. Итак, народ, первая котеечка против меня Дестра Варлок, ДЦ Прист и, по-моему, Прото Паладин. Вижу, что Прист потерял позиционку, грипп его к себе в центр, чтобы, опять же, его подальше от коробочек забрать. Но из-за того, что вражеский протик нажал в него Фридом, он благополучно убежал. Но Фридом уже был потрачен, и это для нас хорошо. Я понимаю, что сейчас, в принципе, можно сделать грязь. Поэтому призываю танцующее руническое оружие. Пошло. Удушение под истерией классу. И посмотри, как больно вражескому ДЦшнику под всеми моими бурстами залетает. От мага чуть-чуть не в тайминг он выдал немоту по присту, видели, мы практически его убили, там 2% хп осталось, если бы маг идеально нажал немоту под конец моего удушения, мы бы, скорее всего, прямо сейчас его пробили. Там еще и подбегал мой Холи Паладин, также выдал стан по присту, но чуть-чуть не хватило, играем дальше, пытаюсь все, не выпустить приста никуда из центра, грипп его к себе обратно, он здесь вне позиции, здесь по нему я бью, по нему мой маг бьет, мы все по нему бьем, меня особо не контролируем. Меня особо не контролили, да, пытался вражеский ворот чуть-чуть фиры накидывать, подстанивал, но этого было недостаточно, и по итогу ДЦшника мы здесь похоронили. Ну, то есть, дэмэдж реально есть, и дэмэдж солидный. Вот, пожалуйста, топ-1. Давай посмотрим еще одну котейку. Это вообще самая первая моя катка за Блада. Не на Сирусе, когда вот я отыгрывал не на измененном Бладе, а на таком, ну, просто классическом личевском Blood DK, у которого нет пожинания, неизмененной истерии и так далее. В общем, здесь налицо самый главный минус. Если мы играем не по вражескому хилу, тогда наши дотки начинают бесконечно диспелиться. Это, конечно, супер неприятно, потому что, ну, во-первых, чем меньше доток, тем меньше у нас урона с удара в сердце, тем меньше мы хилимся или вообще не хилимся, да, ударом смерти, понятное дело. Ну и, в принципе, наши дотки сами по себе тоже не дамажат, если их на противнике нет. Логично? Логично. Именно поэтому все-таки, если уж вы играете на Blood DK-шнике, я рекомендую отыгрывать и вот пытаться фокусить вражеского лекаря. Особенно, если это прист, потому что у него тогда возникает вопрос. Я либо хилю себя, либо диспелю свои дотки. Он не может делать это одновременно. И, соответственно, скорее всего, он просто выберет остаться под дотками и хилиться. И только по возможности где-то убежать и там задиспелиться потом. Поэтому я в моменте решил все-таки пересесть на вражеского ДЦшника прямо сейчас, пока еще не поздно. Понимаю, что это такое, знаешь, гиблое дело пытаться пробить шамана, когда живой ДЦшник, когда его никто не контролит, и когда он еще просто на фрикасе стоит и мои дотки диспелит. Ну, невозможно будет пробить шамана, ну вообще никак. Мой воин это замечает, и благодарю его за это. Мы сейчас будем отыгрывать уже по вражескому ДЦшнику. Видишь, он диспелит, но уже не хилится, и у него проблемки начинаются. Потратил паладин свой боб. Свой бобчинский из-за того, что как раз-таки мы пробили хорошо ДЦшника. Еще один такой заезд, еще один такой бёрст, и будет несладко вражескому престу.
Но вот из-за того, что я потратил уже танцующее руническое оружие, из-за того, что я потратил удушение, мы не можем его прям, ну, знаешь, опять же, под бурсты солидно в него присесть и очень быстро снести прямо на старте, как это обычно и происходит. Вы же, когда играете за ДК, допустим, с тем же варом, неважно, вы анхолик, не анхолик, вы упарываетесь прямо со старта вражеского лекаря, и обычно под все свои кнопки, там, под горгулью, под удушение, вы его пробиваете. Пошел бы и шторм от вара, сейчас очень неприятно было ДСшнику и танцующим руническим оружием, кстати, за коробками я уже его добил. Дэмэдж солидный. Найс, отыгрывать реально можно. Поэтому да, я вам рекомендую, если уж вы играете за Блада, все-таки пытаться со своими тиммейтами отыгрывать именно во вражеского лекаря. Уже объяснил почему. Третья катка, играю вместе с разбойником. Играю по присту. Очень много пристов, это хорошо для нас, потому что если были бы паладины, если были бы друиды, было бы чуть-чуть посложнее. Но все равно, я думаю, адекватно и нормально можно отыгрывать. Кстати, следующую катку давай посмотрим, когда я играл против Холли Паладина. Был Холик во вражеской команде. Здесь я накинул, в общем, свой сейв в виде кровавой метки на вражескую горгулью от Анхолика, чтобы она просто била и хилила тот таргет, который бьет умом. Знаешь почему? Потому что обычно это не замечают. Это не замечают вражеские диспеллеры. Ну, сейчас вообще присту не до этого было, кстати. Нормально. Пробили мы его. Здесь ошибся вражеский фаермаг. Он должен был помогать своему присту. Очевидно, что если он не контролит ни меня, ни моего разбойника, мы рано или поздно приста пробьем. Это просто было дело времени. В общем, здесь ошибка мага, что он не помогал своему тиммейту на лекаре. Так вот, если вы накидываете кровавую метку на игрока, это видно. А если вы накидываете кровавую метку на горгулью, это не всегда отслеживают вражеские игроки и не всегда диспелят. Итак, я вам обещал каточку, когда против меня будет Холли Паладин. Вот вам, пожалуйста, катка, когда против меня Холли Паладин. Соответственно, у него еще в команде чернокнижник и маг находятся. По сути, у них достаточно контроля, чтобы мешать мне или моим тиммейтам нормально отыгрывать. И, в принципе, они должны сейвить своего Паладиныча, несмотря на то, что как бы пробить его и так будет непросто, учитывая, что у него есть бабл и так далее. Но у меня в команде есть приз, который может от этого бабла избавиться. Танцующее руническое оружие, истерия и немота. Идеально выждал момент, очень хорошо подгадал тайминг и чики-чики-брики, дамочки, йоу, мэн. Ну, короче, вы сами все видели. Я сначала видел, да, так, немножечко накидывал на него дотки, подошел, что-то суккубу законтролил, немножечко касты избил, а потом бац, вот так вот жестко забурился, и все. И нету вражеского игрока. Летим и дальше. Против меня прото-паладин Аркан, маг и, соответственно, ДЦ-прист. Как я люблю, когда много пристов таких вот против меня. Ты такой, ты еще смотри, АФКшный даже. АФКшный прист, перелив, вот так вот и думай. Это все не блад сильно, это просто переливеры. Но, кстати, он зашел по итогу, поэтому ладно, будем посмотреть. Забайтил меня на то, что он стоял в ОФК, я на него прям все нажал. И истерию, танцующее руническое оружие, и удушение. Хотя это был не самый идеальный для этого момент. Но, допустим, ладно, окей, хрен с ним. Выбили бопа с паладина, пытаюсь мешать магу. Не особо у меня получается мешать магу, потому что я не смог ему сейчас никак физически бы прервать полиморф. Гриппа не было, кика не было, все. Удушения тоже не было, соответственно. Накинул на него кровавую метку, но это, естественно, задиспелилось, потому что иначе быть не может. Здесь его грипнул, чтобы сбить полиморф, кикнул ему полиморф, и вообще мне нужно возвращаться прямо сейчас на ДЦ-приста и вместе с моим охотником его уже добивать. Потому что все, что осталось у противников, это только зубы паладина, зубы приста, которым почему-то не хочет нажимать, кстати. Немота от охотника залетает и умирает. Ну, приз. Ну, здесь ладно, здесь какой-то приз был супер странный. Во-первых, он в АФК постоял, потом он что-то кнопочки не жал. Ну, такое. Вопросики к этой катке. Ладно, не знаю, будем ли мы ее учитывать в череде побед, но допустим. Дальше подавайте следующего. Против меня ДЦ-приз снова, я играю с Варлоком. Хорошая комбинация, он станет, я гриппаю к себе, нормально. После этого инста-паладин, вражеский приз, нажимает на себя зубы, понимает, что ему будет не сладко. Но мы-то не пальцем делано. Я подождал, пока его зубы закончатся, нажимаю танцующее руническое оружие, истерия, удушение, понеслась. Let's go double, кровь вампира, чтобы случайно не сдохнуть. И мой тиммейт на, соответственно, Варлоке хаусболтом добивает вражеского ДЦ-приста. Я здесь никак не умирал, потому что я вот бета съел, увидели, сколько мне просто хп зарегенило в моменте. Плюс еще камень Варлока был, поэтому я вот зарегенил себе 26 тысяч хп. Прямо вот с нихера вообще. Вот такой вот видос, народ. По итогу на Бладе можно разрывать как на Сирусе, так и на других реалмах 3.3.5. Да и в любом случае играйте за тот спек и за тот класс, на котором вам больше всего нравится. Всем удачи, всем прогрессив PvP, всем на сегодня. Пока.